Всем привет! Сегодняшнее видео это больше как эксперимент. Значит, у меня появилась новая химия, как бы крем-краска, вот, тонирующий для кожи. И нужно его где-то применить, протестировать, посмотреть, как он себя ведет и вообще как с ним работать. Плюс у меня есть еще такие вот насадки для паяльника. Набор насадок с радиусами. Я их заказал, но особо в работе еще не понял, как применить. То есть брал их для заглаживания торцов. Вот как вы видите, здесь разный диаметр. Вот. Но до конца еще не разобрался, как их правильно использовать именно в работе с торцами. Вот. Но как бы инструмент желательно, чтобы он был универсален в каком-то плане. Поэтому недавно увидел еще видео на YouTube, где человек переносит изображение вот, с листа бумаги на кожу при помощи утюга. И я подумал, что может получиться в принципе и с этими вот насадками. Можно паяльником попробовать перенести изображение. В общем, все это как бы накопилось в голове, и пришла идея сделать обложку для паспорта очень простую, то есть без различных кармашков, просто как бы такой вариант для эксперимента. И получается, вот окрасим в такой цвет, и вот здесь уже пробовал переносить надпись. То есть сделаем вот такую вот надпись на обложке с помощью паяльника. Для этого я взял, значит, кусок растишки, уже вырезал нужный размер. Здесь где-то 200 на 140 кусок растишки, толщина 1,5 мм. Я ее еще ничем не обрабатывал, ничего с ней не делал. Изначально попробую перенести вот это вот изображение. Значит, напечатал я его перевернутым. Вот. То есть, когда оно перенесется, то надпись будет читаться уже как бы правильно. Напечатал на лазерном принтере, то есть тонер при нагревании он будет закрепляться уже на нашей коже. Вот. Значит, немножко как бы могу рассказать по этому набору, по паяльнику. То есть набор пришел мне с Китая. Есть очень дорогие станции, которые вот, из которых в принципе и сделано вот это, но это не копия, как бы это такое, на мой взгляд, это пародия. В общем, но функции, в принципе, вот эти вот насадочки, они свои выполняют. Значит, те станции, там набор минимальный, по-моему, около $1000 стоит. Вот, и там насадки очень дорогущие, то есть там где-то по 80, по $100 вот такая одна насадка будет стоить. Я купил в Китае вот такие, в принципе, попробовал в работе. Значит, с торцами пока еще не особо получилось добиться там хорошего результата. А вот здесь еще есть такая одинарная, она похожа на нож. То есть с ее помощью, в принципе, получилось перенести эту надпись. Вот. И поэтому сегодня попытаемся это все уже применить на практике и сделать какую-то чистовую работу. Еще что можно делать вот этими вот насадочками, это делать такие вот различные окантовки от края. Ну, я думаю, сделаем только уже в видео, где я буду сшивать эту обложку. Сегодня в сегодняшнем видео это будет просто покажу, как можно перенести это изображение. Для начала нам нужно закрепить лист, чтобы он не двигался, ровненько закрепить на нашем куске кожи.
Я сейчас попытаюсь это сделать при помощи обычного скотча. Значит, проклеил я все скотчем. Есть у меня еще вот такая вот подложечка. Скотчем сначала проклеил сам лист, вот так вот прилепил. И потом еще поверх вот закрепил к этой подложке. В общем, чтобы не было никаких движений. То есть, чем лучше мы закрепим этот лист на коже, обездвижим его, тем четче получится у нас изображение, не будет никаких смазов, то есть не будет накладываться надпись друг на друга там и все такое. То есть работа получится более аккуратной и чистой. Теперь нам нужно разогреть паяльник. Понятное дело, что нужен паяльник с регулятором. То есть сейчас такие есть в продаже, и они прям, вот у меня, допустим, он идет с таким вот блоком большим, есть уже прям на ручке там регулятор, вот, и можно себе такой приобрести. Значит, по выбору паяльника. Я очень давно себе покупал как бы паяльник с этим регулятором. Человек меня в какой-то степени обманул, взял с меня много денег и продал мне плохой паяльник, который у меня там развалился буквально за несколько использований. Поэтому я после этого еще перебрал, наверное, 3 или 4 паяльника. Вот. Нашел вот это последний, который как бы у меня еще работает. Какие критерии? Значит, чтобы поставить вот эти вот насадки, здесь у паяльника должны быть вот такие винтики зажимные. Это первое. То есть без винтиков как бы смысла покупать паяльник нету, он вам не подойдет. Второе, ну как бы мощность. Здесь вот 65 Вт. При работе, вот я тоже там методом проб и ошибок пробовал переносить изображение. Значит, вот здесь вот есть 10 делений, то есть где-то вот я ставлю на 4, и в принципе это та температура, при которой тонер уже переносится на кожу. Можно там вычислить, я не знаю, какая здесь температура нагревания, то есть это все можно как бы высчитать, вот, и применять уже у себя на практике. Так, что еще сказать? Значит, в принципе, все. Даем нагреться паяльнику, я не знаю, там 5-10 минут. Вот, он нагревается, и начинаем работать. Еще у меня есть, нашел дома со старого паяльника вот такая вот подставка. То есть она тоже должна быть обязательно, потому что именно с вот этим паяльником идет такая небольшая какая-то пластиковая подставочка. В общем, надо что-то такое, на что вы могли бы так вот уверенно положить паяльник и знать, что он там не свалится, не прожжет он стол или не попортит изделие. Конечно же, без ошибок никуда. В общем, наклеил лист с изображением вверх, показал вам, а на самом деле его, естественно, нужно прикладывать к нашему материалу, к нашей коже. Вот, то есть тонер, он через бумагу не просачивается, поэтому изображение напечатанное нам нужно прикладывать к коже именно в то место, где оно будет потом располагаться. То есть вот эта сторона, та, что справа, это будет у нас лицевая сторона нашей обложки. В общем, лист я переклеил. Все теперь вроде бы правильно. Значит, мастер, вот, видео, которого я смотрел, который утюгом это все делал, он там еще периодически подрезает скотч и смотрит, как переносится изображение, перенеслось оно или не перенеслось. В общем, у нас изображение здесь небольшое. Я поступлю немножко другим образом. Я пройду все вот надписи, там герб, все это пройду сначала паяльником, потом срежу скотч, посмотрю, перенеслось, если нет, снова наклеим и еще раз пройдемся. Паяльник уже разогрелся, вот, и теперь
Приступаем к нашему переносу изображения. Так, теперь смотрим, что у нас получается. Надпись переносится, но бледно. Мне кажется, нужно дольше просто это все поразглаживать. Что нужно, в принципе, чтобы вот этот отпечаток был более четче и насыщенней, это не ерзать вот так вот паяльником очень быстро, а более дольше останавливаться на каждой детали, понемножку, то есть давать вот эту температуру, которая у нас на паяльнике, давать ее дольше от каждому элементу. Тогда тонер, он лучше, в большем количестве там остается на коже. Вот, в принципе, сейчас уже результат намного лучше. На мой взгляд, эксперимент получился. Для первого раза вообще хороший результат. То есть в работе подобную технологию применять можно. Я думаю, в дальнейшем еще на каких-то изделиях уже буду дорабатывать навыки. Вот. И так как все получилось, значит, в следующем видео я уже покажу, как эту обложку покрыть краской, покрасить этой кремообразной, которая у меня сейчас новая есть, и уже как я ее сошью, в принципе, уже готовый результат покажу. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.